Бу. Всем привет. Не пугайтесь, я тут ненадолго. Скоро вы услышите привычный сексуальный и голос, а здесь я, чтобы предупредить вас. Предупредить о том, что это видео изначально задумывалось как эксклюзив для моего телеграм-канала. Это действительно так. Некое видео по ЖВД у меня все же лежит эксклюзивно в канале, но оно является, можно сказать, прологом к тому, о чем сегодня будет говориться в ролике. Там я зашел на проект, побегал, поговорил о нем. В общем, если вам интересно это посмотреть, то заходите в мой телеграм, там все есть. Тем более, сегодня мы к этому видео будем ссылаться достаточно часто. А еще я там говорю вот этим голосом, типа, неично. Предупреждаю, там будет очень душно. Ну а еще недавно в моем телеграме была некая война с игроками Black Rush из-за тиктока. Поэтому, если вы хотите видеть вот такие посты, то заходите. У нас весело. Еще вот такого рода у нас посты есть. Но для подписчиков моего телеграм-канала могу сказать, что да, я все-таки поиграл на ЖВД еще некоторое количество времени после видео. Поиграл с людьми, попал в ФАМу и даже стал там замом. Вау. Также я позадавал некоторые вопросы для постоянных игроков в ЖВД, и их ответы меня немного удивили. Ну, обо всем далее в ролике. Приятного просмотра. «Жизнь в деревне» — это проект от разработчиков Arizona RP, который открылся в далеком 2019 году. Уже тогда у аудитории Аризоны было мнение, что на их проекте такая штука, как RP, теряет смысл, а новые обновления подтверждали их мысли. Руководство Аризоны представило «Жизнь в деревне» как отдельную независимую площадку, которая должна была кардинально отличаться от оригинала повышенным вниманием к RP. Учитывая, что на сервере изначально отсутствовала сложная UCP-регистрация и жесткие наказания за нарушение правил, его можно отнести к категории Medium RP проектов. Однако после непродолжительного периода после запуска, когда игроки проявили некоторый интерес, активность на серверах начала стремительно падать. Изначально запущенные 3 игровых сервера сократились до 2, а впоследствии проект был практически полностью заброшен разработчиками. Донат был отключен, а любая поддержка и развитие прекратились. Это приводит к одному вопросу. Почему проект, созданный как решение конкретной проблемы и встреченный определенными ожиданиями, потерпел неудачу и был оставлен в забвении? По-моему, дело тут вот в чем. Основной проблемой жизни в деревне с самого начала становятся его собственные игровые системы, которые вступают в прямое противоречие с заявленным более высоким уровнем РП. Наиболее показательным примером служит система автоматических светофоров. Ее механика проста. При проезде игроком на красный с его счета моментально списывается штраф, размер которого возрастает при повторных нарушениях. Единственный способ избежать штрафов — останавливаться на каждом красном свете, даже если перекресток пуст. А чтобы снизить размер штрафа, нужно исправно ездить только под зеленые светофоры. Система ведет статистику, сколько раз игрок проехал на зеленый после своего последнего нарушения. Однако именно здесь и кроется одна из фундаментальных проблем. Данная система вместо создания атмосферы и условий для того самого РП становится источником постоянного раздражения. Она принудительно тормозит геймплей, заставляя игрока бороться не с обстоятельствами мира или другими игроками, а с абсурдным и бездушным скриптом. РП подразумевает взаимодействие между игроками, а не между игроком и скриптом. Штраф должен выписывать игрок-полицейский, основываясь на ситуации, а не какая-то бездушная система светофоров. Это создает живой конфликт, диалог, возможность договориться или нарушить правила осознанно. Эта система очень ломает иммерсивность. Вместо того, чтобы думать «меня может остановить патруль», игрок думает «нужно тормозить перед каждым ебаным заскриптованным светофором, чтобы меня не штрафанули». Это превращает светофор из элемента мира в надоедливый игровой механизм, разрушающий погружение. Также эта система напрямую конфликтует с сеттингом и концепцией проекта. В тихой сельской местности, где по логике мало машин и практически нет плотного движения, система автоматического штрафования за нарушение движения по светофорам выглядит абсурдно, особенно когда эти самые светофоры расставлены на каждом повороте. Это создает ощущение тотального контроля там, где должна царить более расслабленная атмосфера. Здесь начинается настоящий геймплей, потому что мы уходим на дороге и встаем. Просто встаем из-за этого светофора. Вот, все, мы, казалось бы, едем, но нет. Здесь еще есть светофор. Ну, слава богу, он зеленый, можно проехать. Да, как бы не так, здесь еще один светофор бы.
Спасибо за штраф. Автоматические штрафы лишают игроков возможности принимать спонтанные ролевые решения. Например, проехать на красный ночью, когда вокруг ни души, будучи готовым к последствиям, если все же рядом появится полицейский. Система заставляет игрока останавливаться у каждого светофора, даже если визуально перекресток пуст. Это не добавляет реализма, это добавляет рутины и раздражения. Особенно на старте, когда игрок только начинает исследовать мир и у него мало денег, система карает его не за плохое РП, а за желание просто спокойно передвигаться по карте. Это демотивирует новичков. Механика увеличения штрафа за повторные нарушения, которые часто происходят не по злому умыслу, а из-за неудобства системы, приводит к ситуации, когда игрок оказывается в долговой яме просто из-за передвижения. Это вынуждает заниматься игрока не ролью, а как раз-таки тем самым фармом денег, от которого мы вроде бы и хотим убежать, начиная играть на этом проекте. Со мной в начале игры произошла ровно такая же ситуация. Я бездумно проехал несколько сотен светофоров, мой баланс стремился к нулю, а штрафы теперь зачислялись на банковский счет, формируя кредит. Тут же мне нужно было пройти квест, проехать на автобусе 200 чекпоинтов. Все бы ничего, но аренда автобуса стоит 1000 баксов. 1000! Я уже должен ебучей системе около десятки тысяч зеленых, а меня заставляют арендовать автобус лишь на один квест за 1000. Бред. Ну и откуда же мне достать эти деньги? Конечно же, пойти фармить их на другие доступные работы. Но помимо системы светофоров, здесь есть еще и другая плохая система, которая портит игроку впечатление о проекте. Что если я вам скажу, что играя на ЖВД, ты будешь просто обязан исправно пить воду каждые 15 минут и ходить в туалет? Свое мнение об этом оставьте в комментариях. А я же считаю, что система жажды и нужды в их текущем виде — яркий пример системы, которая не просто не помогает ролевой игре, а активно и грубо ее разрушает. Казалось бы, попить и сходить в туалет — это реальные человеческие потребности. В чем же тогда разрушение? Все по РП. Но нет, реальная человеческая потребность превращается в геймплейный таймер, который ставит симуляцию выживания выше симуляции социальных отношений, что как бы и является сутью и основой РП. Игрок перестает думать, что бы сделал мой персонаж, и начинает думать, как бы мне не сдохнуть от поноса или жажды посреди разговора. Это полный провал концепции ролевой игры. Допустим, вот эти коробки, это игроки, ты стоишь, играешь РПшечку с своими братками на районе, хоумисами, и тут внезапно тебе надо попить. А если ты не попьешь, то ты как бы умрешь, потому что твое ХП убирается, и ты бежишь пить просто, искать воду по всему серверу, ну и как бы отвлекаешься от этого РП-процесса. Все эти системы и жажда, и нужда, и светофоры — это всего лишь максимально карикатурный и ужасно нереалистичный реализм, который попросту не нужен. Он гиперболизирует последствия. В реальной жизни от кратковременной жажды и позывов в туалет люди не умирают, человек испытывает дискомфорт, снижение концентрации, но не мгновенную смерть и госпитализацию. Разрабы создали не системы с упором на реализм, а лишь пародии на реализм, которые в их головах, может быть, и уместны, но на деле они сильно усложняют и замедляют геймплей. Смерть от того, что кто-то не сходил в туалет вовремя — это не ролевая игра, это абсурд. И еще эти полоски опустошаются просто с мгновенной скоростью, особенно полоска жажды, как будто бы это означает, что персонажи игроков — это автоматом существа с патологиями, требующие питья и туалета каждые 10-15 минут игрового времени. Такая частота создает лишь больше рутины для игрока. Ядро геймплея смещается с ролевого отыгрыша на поддержание показателей жажды и нужды в норме, чтобы не сдохнуть. Игрок постоянно вынужден отвлекаться на обслуживание своих виртуальных потребностей. Также у игроков почти не остается никаких возможностей обыграть эти системы. Конечно, можно сказать своему партнеру, мол, а пойдем-ка в бар, я очень хочу пить. Но дело в том, что, как я уже и говорил, полоска жажды истекает очень быстро, а здоровья утекает приличное количество. Дойдет ли игрок до бара без госпитализации? Неизвестно. Это чисто игровое принуждение, не оставляющее пространства для отыгрыша. И вот самый главный вопрос для меня, то, что я вообще не понимаю, а для кого этот проект вообще создан? Жизнь в деревне попадает в уникальную, но проблемную нишу. Его основная проблема — в противоречии между форматом целевой аудитории и репутацией создателей, что создает вакуум, в который сложно привлечь стабильное комьюнити. Чтобы наглядно это вам показать, давайте разберем портреты предположительной целевой аудитории ЖВД, тех игроков, которые, по идее создателей, и должны играть на проекте. Итак, портрет первый. Аризоновец, то есть игрок прямиком с Аризоны. Это человек, для которого сам — это в первую очередь знакомый
знакомый и комфортный фарм-геймплей лишь с элементами ролевой игры. Его двигает не столько желание отыгрывать глубокого персонажа, сколько азарт движа, быстрого заработка, вечных перестрелок в центре гетто с вкачанными аксами, роста игрового статуса и владения виртами. Он приходит на жизнь в деревне, потому что доверяет бренду Arizona и ожидает знакомого набора систем и привычного геймплея, но в новой, возможно, более свежей обертке. Его привлекает идея Medium RP, ведь он так давно жаловался на отсутствие ролевой игры на оригинальной Аризоне. Правда, на самом деле, скорее всего, он вообще не догадывается, что это такое. Однако очень скоро его ждет жесткое разочарование. Сельская тематика по определению не может предоставить ему привычного быстрого SDVG геймплея. Системы, которые должны были добавить реализма, для него лишь досадные помехи на пути к цели. Он быстро понимает, что это не Аризона в деревне, а совершенно иной, медленный и скучный мир, где его привычный геймплей не будет работать. Его уход неизбежен, так как проект не дает ему главного — интенсивности и возможности быстрой монетизации своих действий. Портрет второй. Ролевик с Medium или Full RP проекта. Это человек, для которого RP — это процесс создания интересных RP-ситуаций и проживания жизни персонажа. Он ценит атмосферу, качественное и уважительное отношение администрации к игровому процессу. Он мог бы заинтересоваться проектом из-за уникальной, незаезженной тематики сельской жизни, которая открывает пространство для таких ролей, которые невозможно отыграть в привычной городской суете Лос-Сантоса. Однако на его пути встает непреодолимый барьер — репутация создателей жизни в деревне, которые по совместительству являются и создателями Аризоны. Понимаете ли, в довольно вредном русскоязычном сообществе трушных самповских ролевиков репутация людей, открывающих тот или иной проект, это не просто валюта доверия. Это одна из главных определяющих, станет ли проект успешным или будет внесен в список зашкварен. Для таких ролевиков присоединиться к проекту от создателей Аризоны значит поставить под сомнение свой собственный статус в глазах сообщества, рискнуть потратить время на мир, где, как он уверен, администрирование будет потакать аризоновским привычкам игроков, а его глубокий отыгрыш не будет оценен по достоинству. Даже если он рискнет заглянуть на проект, системы вроде убийственной жажды и светофоров подтвердят его худшие опасения. Мир не глубокий и не живой, а заскриптованный и абсурдный. Его решение просто пройти мимо, сохранив время для проектов с более-менее нормальной репутацией, к слову, с каждым годом их становится все меньше. Портрет третий. Абсолютный новичок. Это, конечно, из разряда почти невозможного, ведь жизнь в деревне никак не рекламируется. Разрабы забили болт на проект. Следовательно, новички почти что никак не смогут узнать о нем. Но ключевое слово здесь «почти». Так что просто хотя бы ради интереса разберем и этот портрет. Итак, это, пожалуй, единственная аудитория, у которой нет предубеждений. Он не знает, что такое Аризона, и не имеет опыта на Full или Medium RP проектах. Его привлекает простой и понятный сеттинг — спокойная жизнь в красивом сельском мире. Он готов попробовать себя в роли, и Medium RP звучит для него как удобный вход. Но именно он становится главной жертвой внутренних противоречий проекта. Не имея гида в виде опытного комьюнити, он сталкивается с карательными системами лицом к лицу. Ему не объяснят, как обыграть жажду, он просто умрет от нее. Он не поймет логики штрафов на пустых перекрестках, а ведь кредит в банке растет. Вместо предположительного уюта и ролевой свободы он получит стресс от необходимости выживать в непонятном и недружелюбном мире кривых систем. Его первый опыт окажется негативным, и он, скорее всего, покинет проект с ощущением того, что РП — это сложно, несправедливо и неинтересно, даже не дойдя до сути самой ролевой игры. Таким образом, проект, пытаясь быть всем для всех, не соответствует ожиданиям ни одной группы. Аризоновец находит его скучным, ролевик зашкварным, а новичок невыносим. В итоге проект рискует заполниться нестабильным конгломератом, небольшой группой людей, ностальгирующих по старой Аризоне, которые будут пытаться играть по-старому, и постоянным потоком входящих и сразу уходящих новичков, не задерживающихся достаточно долго, чтобы сформировать здоровое и крепкое ядро комьюнити. Это настоящий вакуум, в котором проект и существует, не находя своей истинной преданной аудитории. Ладно, на самом деле я вам соврал. Преданное комьюнити у жизни в деревне все-таки есть. Да, этот проект полон парадоксов настолько, что даже их собственное сообщество — это, по сути, парадокс в парадоксе. Ведь эта группа людей расколота на два непримиримых лагеря, которые смотрят на один и тот же проект совершенно разными глазами. Давайте подробнее поговорим про каждый из лагерей. Первый — это ранее упомянутые мной ностальгисты по старой Аризоночке. Для них жизнь в деревне — законсервированный идеал прошлого.
прошлого. Старый мод Аризоны для них является символом ушедшей эпохи, когда, как им кажется, было больше РП и атмосферы. Они видят в сельской тематике не ограничения, а потенциал для уникальной атмосферы, которого не было на всей доступной карте Сан-Андреаса. Их цель — создание атмосферы и построение отношений между друг другом, например, в тех же фракциях. Они терпят отсутствие обновлений и статичность мира как плату за его стабильность. Второй же лагерь тоже является группой беженцев с Аризоны, и это всеми любимые фармилы. Для этих игроков жизнь в деревне — это в первую очередь удобная и, по их мнению, более хорошая экономика, чем на Аризоне. Их главная цель — быстро нафармить как можно больше виртов и имущки. Низкие цены и старый знакомый мод они ценят не за атмосферу, а потому что это позволяет тратить меньше и получать результат быстрее. Их подход к игре чисто практический. Они не выбирают этот проект для отыгрыша роли. Они выбирают его как наиболее эффективную площадку для накопления виртуального богатства, используя те же схемы и способы заработка, что и на Аризоне. Их присутствие здесь — это влияние растущей конкуренции среди фармил на оригинальной Аризоне, а также ее неудачных обновлений. Теперь понимаете, о чем я говорю? Преданная комьюнити проекта держится не на единой идее, а на временном и шатком перемирии между двумя противоположными стилями игры на РП проекта. Любое изменение, будь то попытка разрабов ужесточить РП правила, чтобы угодить первой группе, или наоборот, обновление экономики, которое ударит по фарму второй группы, мгновенно расколет комьюнити. Статичность проекта и отсутствие обновлений не преимущество, а единственный способ сохранить этот неустойчивый статус-кво. Как только что-то начнет меняться, внутреннее противоречие выйдет наружу, и одна из групп, почувствовав себя преданной даже тут, покинет проект. Жизнь в деревне — это не полноценный РП-проект, а нишевое убежище для двух разных типов беженцев с Аризоны, чьи пути разошлись, но которые пока вынуждены делить один проект. Их мир держится не на общей мечте о деревенской жизни в рамках ролевого режима, а на общем разочаровании в оригинальной Аризоне. Это слабый фундамент для долгосрочного развития. Жизнь в деревне — это цифровая тюрьма для бывших игроков Аризоны. ГУЛАГ по своей структуре и духу. Это не просто сервер, а резервация ностальгии, огороженная колючей проволокой устаревшего аризоновского мода и охраняемая тупейшими системами, которые работают лишь в головах разрабов. Игроки, сбежавшие с Аризоны после ее падения в пучину беспросветного фарма, попадают сюда не для свободы, а на пожизненное поселение. Но их побег на самом деле иллюзия. Они были всего лишь переведены из одной зоны в другую, но правила их игрового распорядка, выжженные в их мышлении, остались прежними. Настоящая ролевая игра — это свободно творчество в рамках мира. Здесь же свобода подменяется системой заскриптованных светофоров, которые диктуют каждое движение игрока. Ты не можешь вести диалог, не думая о полоске жажды, ведь иначе ты будешь наказан смертью. Это не мир для жизни, это режимный объект, где главная цель — не отыгрыш, а соблюдение внутреннего распорядка, чтобы по итогу не попасть в больницу. Беженцы с Аризоны привозят с собой свой главный багаж — фармильные привычки. Одни, конечно, тоскуют по старой Аризоне, где, как им кажется, еще было РП. Они видят в жизни в деревне музей, законсервированный образец того былого величия старой Аризоны. Другие же яростные фармилы привозят сюда отработанные схемы заработка. Низкие цены для них — это скорее возможность, а не то, что подчеркивает сеттинг сельской местности. Обе группы — психологические заключенные старой системы. Они не могут адаптироваться к другим проектам вне Аризоны, ведь они не могут мыслить не по-аризоновски. Жизнь в деревне не обновляется, но это не недостаток, а даже наоборот ключевая особенность. Любое обновление — это риск бунта и недовольств, что ярко показывает опыт на Аризоне. Поэтому разрабы заморозили все. Мир статичен, вы не можете его изменить, улучшить, развить. Даже если вы захотите играть по-настоящему, мир не ответит вам взаимностью, у него нет для этого механизмов, он может только наказывать. Да, как я и говорил, проект не обновляется. Я вам больше скажу, на проекте отключен донат, и это как-то не укладывается в моей голове. Я не верю, что люди, зарабатывающие на всем, что движется, могут так легко сделать свой, хоть и не основной проект, некоммерческим. От таких людей выглядит просто неестественным отключение доната во благо игрокам на проекте. И я думаю, что, скорее всего, из-за низкого онлайна проект больше не рассматривается как актив, приносящий доход, а является лишь музеем. Его
заставляют работать из-за минимальных затрат на поддержку, особенно если он использует общую с Аризоной инфраструктуру. Прямое заявление о закрытии проекта вызвало бы волну негатива со стороны оставшегося комьюнити. Когда проект умирает, а донат еще работает, это выглядит как последняя попытка наживы на оставшихся игроках. Отключение доната можно подать как благородный жест, чтобы смягчить негатив от фактического заброса проекта и сохранить позитивный образ для возможных будущих и уже существующих игроков. Эта причина частично озвучивается, но ее истинная подоплека — улучшение имиджа — остается за кадром. Как вы поняли, «Жизнь в деревне» — это проект-парадокс. В нем много противоречий, и непонятно, зачем он вообще существует. Но что если я вам скажу, что я знаю ответ на этот вопрос, который полностью объясняет все парадоксы ЖВД? Итак, по моему мнению, проект «Жизнь в деревне» — это не игровой проект. Он создан не для людей. Он создан для разработчиков Аризоны, для руководства Аризоны и для ютуберов Аризоны. Для того, чтобы они использовали «Жизнь в деревне» как отмазку от всех недовольных положением дел на оригинальной Аризоне. Проект выполняет не игровую, а дискуссивную функцию внутри экосистемы Аризоны. Посудите сами. Когда игрок говорит «на Аризоне нет РП, только сплошной фарм», у разрабов и руководителей, которые часто говорят с аудиторией посредством своих ютуберов, появляется готовый контраргумент. Вот вам специальный проект, который нацелен на РП «Жизнь в деревне». Почему же на нем такой низкий онлайн? Вы на него не идете, значит, вам и не нужно это РП. Вы просто ноете. Пацаны, мне кажется, главная причина ухода игроков — это то, что РП никому не нужно. Оно нахер никому не сдалось. Понимаете, на Аризоне люди ноют, что нет РП, одни фармилы, все фармят. А на проекте, который чисто для этого самого РП, несчастного РП, по которому все плачут, и создавался, никто не играет, он никому не нужен. Понимаете, «Жизнь в деревне» становится живым доказательством, что проблема не в политике Аризоны, а в самих игроках. Существование ЖВД позволяет руководству заявлять о том, что они слушают комьюнити и дают им выбор. Это наидешевейший способ снять с себя ответственность за неудачные обновления на основном проекте. Не нужно менять экономику, правила и мод Аризоны. Можно просто указать на альтернативу, которая по умолчанию не жизнеспособна. И все это единственное объяснение всех парадоксов на «Жизни в деревне». Проекту не нужно обновляться. Его задача — формально существовать как аргумент в споре. Его законсервированное состояние не ошибка, а статус-кво. Противостояние ностальгистов и фармил на ЖВД выгодно руководителям Аризоны, потому что оно подтверждает тезис о том, что игроки сами не знают, чего хотят. И это отвлекает от системных проблем. А системы светофоров, жажды и нужды сделаны анальными специально. Ведь так они гарантируют, что проект не станет по-настоящему популярным. Если бы он стал успешным, он бы составил конкуренцию самой Аризоне и перестал быть удобным аргументом по типу «вот есть РП-проект, но вы там не играете». Люди пишут, что проект заброшен и что там нет игроков. Но будем честны, это не причина, а следствие низкого спроса на РП. Я считаю, что «Жизнь в деревне» — это, вероятно, не неудавшийся проект, а успешный управленческий инструмент. Его ценность для создателей измеряется не онлайном или прибылью с доната, а той ролью, которую он играет в защите основного продукта — Аризоны, от критики за утрату РП и введению тупых обновлений. Он существует как вечное опровержение. Вы хотите РП, мы вам его дали. Раз вы тут не играете, значит, ваши претензии не обоснованы. Это делает проект идеальным козлом отпущения. На него можно списать все претензии о нехватке РП на основном проекте, не меняя в нем ровным счетом ничего. Но я вынужден отметить, что я уже очень давно наблюдаю то, что руководство Аризоны как будто бы просто грезит о создании или выкупе проекта, который будет нацелен на РП. Это подтверждает то, что когда-то давно Аризона выкупила легендарный медиум РП проект Stage RP. Многие ролевики старой школы вышли именно оттуда. Этот проект характеризовался инновационной системой РП-рейтинг, которую до сих пор никто не смог нормально повторить. К слову, позже Stage закрылся. Привет, Diamond. Также можно сюда приплести и явное вдохновение Валика проектом RackNet RP, который тоже в большинстве своем отличался приличным уровнем РП. Камон, Альберт Миронов, разработчик Аризоны, был буквально основателем одной из копий RackNet. Подробнее в этом видео. И извините, но я вынужден сделать этот вброс, и если он не верен, то я заранее извиняюсь. Но вам не кажется, что Gambit RP выкупила точно не Аризона? Ну прям точно не Аризона. Ну, если вы понимаете, о чем я. Самые лучшие мусорки на Gambit RP! Hell no, man. What the
Зачем же руководство Аризоны все это делает? Можно лишь догадываться. Скорее всего, это как-то связано с их репутацией, а возможно, это некое стремление контролировать повестку, захватывать новые рынки и аудитории и укреплять свои позиции на нем. Некоторые бывшие игроки ЖВД говорили, что проект убили обновлениями, на что в ответ им ютуберы говорили, мол, как же можно убить проект обновлений? Разрабы добавляли сюда фишки с Аризоны, чтобы играть было интереснее. Но в том-то и дело, что они добавляли сюда фишки с Аризоны. Это два совершенно разных по духу проекта. Кастомные машины по типу Бэх и Геликов не вписываются в тематику сельской местности. Клянусь, у разрабов Аризоны всегда какие-то проблемы с этими обновлениями на других проектах. Даймонду тоже не подходили аризоновские фишки, но разрабы все пихали и пихали их туда. В итоге на сервер тоже забили как игроки, так и сами разрабы. А что из этого получилось, вы и сами знаете. Как будто бы команда Аризоны, когда берется за другие проекты, не понимает их суть. Они просто тащат фишки со своего главного проекта, ведь там они работают. А делают они так, потому что это проще всего. Не надо думать над уникальной идеей, не надо тратить время на новый контент. Все уже готово на Аризоне. Поэтому и кажется, что раз там это работает, то сработает и тут. Но нет, это ошибка. Так они убивают изюминку проекта. Люди приходят на ЖВД за особой атмосферой, а получают лишь плохую устаревшую копию Аризоны. У вас уже есть оригинальная Аризона, у вас каким-то чудом сработала Аризона в России, но Аризона в деревне с медиум РП режимом у вас не будет работать, если вы и дальше будете повторять те же ошибки, которые я уже несколько раз проговорил в этом видео. Проект опустеет совсем и в итоге закроется, как это и случилось с Даймондом, если вы не примете меры. У жизни в деревне есть огромный потенциал, но пока это законсервированный проект отмазка с анальными, карикатурными, нереалистичными аризоновскими системами, который полезен лишь медиа-царству Аризоны, чтобы отмазывать свой, уже потерянный в пучине фарма и детских обновлений, основной проект. Бу, привет еще раз. Как же часто мы встречаемся, не заметили? В общем, какое дело. Во время написания сценария, именно 8 февраля 2026 года, разрабы ЖВД зашевелились после 4 лет забвения проекта и заявили о том, что ЖВД на время закрывается на доработку. Ну, то есть, понимаете мое могущество? Я вот пишу о том, что ЖВД умрет, если разрабы не примут меры, и тут сразу же выходит новость о закрытии проекта на техработы. Ну, я даже видео еще не выпустил. Так что, гайс, осторожнее со мной, а то заглядишь и Black Russia закроется навсегда. В общем, делает ли закрытие ЖВД неактуальным мой ролик? Конечно, нет. Это то состояние проекта, в котором находилось с 22 года по сегодняшний день. И мы с подписчиками моего телеграм-канала уже решили, что я буду делать вторую часть ЖВД, уже на новом ЖВД, который подтянет, по заявлениям разработчиков, подтянет свой игровой процесс. Будет что-то типа сравнения до и после. А если вы также хотите напрямую влиять на состояние моих видео, то опять же заходите в мой телеграм. Там хорошо, прикольно. Ну а там пока все. Ставьте комментарии, пишите лайки и всем пока.